Привет, друзья! Бывало ли у вас такое, что вы крыли большое количество самок в один день, и они у вас все покрылись, и самое интересное, что они все у вас принесли в один день? У меня раньше никогда такого не было, но вот я покрыл в этот раз 8 самок, кто тут накакал, 8 самок, и все 8 покрылись в один день, и все 8 благополучно в один день мне принесли крольчат. День, конечно, был тяжелый, целый день бегал, смотрел, чтобы все было хорошо, чтобы все было замечательно. Ну и хочу сейчас вам показать этих 8 самок. Идите кушайте. Вот крапивки им насушил, сейчас идут. Ну-ка, ушко опусти. Крольчатам чуть больше месяца, ушки уже почти у всех упали, у некоторых еще не падают. Благо крольчат мне принесли не так много, что не может не радовать. Почему? Потому что ну, в среднем принесли от 5 до 8, от 5 до 10 точнее. И я смог благополучно, кто поменьше принес, тому отсадить, то есть разгрузить всех своих самок. Здесь у меня сидит Надя в окрасе Орион, покрытая также Орионом. И ну, один где-то здесь подкидыш, однако не помню какой, от ее сестры, которая принесла двоих. Один мертвый, и одного я у нее забрал, посадил сюда к сестре, потому что и папа у них один, и они две сестры. А то я посадил 4, разгрузил других самок. И вот здесь вот есть вот такой саландер. Уже не первый раз она мне приносит вот такого вот саландера. Мамка хорошая, хоть и не сильно большая. Там, ну, сколько там, где-то 5,5 килограмм, но молочная, очень хорошо молочная. Крольчата все одинаковые, все упитанные, все красивые. Ну, сейчас тогда пойдем дальше. Ну и заодно, пока буду вам рассказывать, показывать своих матерей-героинь, заодно их покормлю крапивкой, витаминки. Че, отдыхаете, ребятишки? Здесь у меня Буся вон прячется. Буся, не прячься. Айда, принес тебе. Берегись. Иди кушайте. Идите кушайте. Иди кушай. Буся не помню сколько принесла. Так, раз, два, три, 4, 5. Буся принесла 6. Также все хорошенькие. Ушки уже практически у всех лежат. Буся также очень молочная. Очень нравится мне эта самка. Приехала ко мне с Украины. Вот, и я уже о ней рассказывал, когда у нее остановился вес, я ее покрывал в 4 200 или 4 300, сейчас не помню. Сейчас она весит 5 800, 5 700, где-то так, но тоже очень молочная. Всегда, с каким бы я ее самцом не ставил, всегда она приносила... А ты что нахмурился? Ты что нахмурился? Всегда приносила очень-очень крупных крольчат. Вот уже не первый помет, когда она приносит крольчат, и все хорошие. Да, Буська? Идем дальше. Кто у меня там надо? Че лежишь? Че лежишь? Все саландрики какие-то вот окрасы. Я его покрыл сиамом. Ну вот, то ли сиамы, то ли саландрики. Ладно, будем разбираться. Здесь у нас пчела. Кстати, часть самок у меня кролились здесь, на улице. Часть святая святы, как я это называю, где у меня зимой кролятся самки. И тем не менее, кругом немножко бардачок, кругом самцы. Ну, это не мешает самкам не избавляться от своих крольчат, не съедать их, не затаптывать. В общем, хорошие мамочки. То есть в охоту. Сейчас любую возьму, они будут в охоте. Вот, но тем не менее со своими крольчатами ничего не делают. Здесь у меня мама шиншилла Гавана, покрытая она, если я не ошибаюсь, шиншиллой. Но вот крольчата получились и не в маму, и не в папу. Один только получился, однако, в папу. Все остальные получились в деда. Дед у них был белый, в крови была шиншилла. Ну вот и черные, да. Есть белые голубоглазые, однако вот он сидит голубоглазик. И есть альбиносы. Ай, кумарит. Вот тоже хорошая мамочка, тоже очень молочная. Прям вообще прекрасно, моя выводная. И сейчас покажу самочку, которая, ну вот реально она в охоте. Она прям аж, где-то у нее там сидит самец, и она прям на этого самца пытается взобраться. Вот эта вот самочка родила мне двоих, один погибший, мертвый. Одного я отсадил к самой первой самке Нади, это две сестры, и посадил я 4 вот
шиншиллы. И вот она вытягивает 4. В принципе, очень-очень неплохо вытягивает. Хотя изначально я ее подсаживал 6, но 6 она почему-то не потянула. 4 были всегда сытые, а вот 2, к сожалению, слабенькие. Хотя первый раз она приносила 7, благополучно выкормила. Все были крупненькие, хорошие. Ну а вот в этот раз что-то пошло не так. Дай, Милка. Вот так, идем дальше. Так, идем дальше. И тут у нас Жуля. Тут кто-то есть. У Жули тоже целый такой букет окрасов. Жуля сама в окрасе шиншилла. Покрывал я ее белоухим шиншиллой. Жулька, иди. Покрывал я ее белоухим шиншиллой. Получились, он сидит белый, черный, шиншилла гаванна. И вот какой-то шиншилленыш белоухий. Ну и черные. Тоже, кстати, молочная. Всех вытягивает. В принципе, мамка спокойная. О, что-то рычит. Да я не отнимаю, я у тебя не отнимаю. Не переживай. Вот такая вот история. Еще сейчас покажу одну самку. Вернее, 2 самки. Это обе строкачки. Немецкий пестрый великан. Одна у меня сидит здесь. Вторую, 8-ю, я показывать не буду. Почему? Потому что я уже ее показывал в прошлом, по-моему, видео, когда говорил про имбридинг. Она у меня сидит в стайке. Вот, а это ноча. Черненькая, ноченька. У ночи тоже пару подкидышей она принесла. Не так много. Иди, ночи, иди кушай. Принесла не так много. Вот, кстати, вот один баранчик. Это бусин. 2 штуки здесь. Вот еще один бар. Чё, моя? Чё такое? Чё такое? Я ее отсадил. Тоже молочная самка. Крольчата тоже крупненькие, хорошая. Сама крупная. Не помню сколько. Последний раз взвешивал. Почти 8 килограмм. 7 800, однако, она вешала. Ну, чуть позже ее взвешиваю. Вот, и получается у нее 5 своих. И 2 подкидыша. Итого 7. Ну и сейчас последнюю покажу. Это будет Буля. Ой, солнце светит. Дождь прошел недавно. Буля. Ну и Буля воспитывает побольше. Однако у нее тут их штук 8. Все шиншиллы. Хотя сама она у меня саландр. Покрывал я ее шиншилкой. Ну и вышли все шиншилки. Наверное, скорее всего, от данной самки, это для самки будет последний помет, последний окрол, что она мне принесла. Почему? Ну, потому что, мне кажется, маловато и крольчата. Ну, посмотрим, как пойдут в рост. Вот, ну, не знаю, мне кажется, нужно от нее уже пора избавляться. То ли у нее уже возраст подходит к тому, что она уже не может вытягивать ну, такое количество, да, чтобы они были крупные, хорошие. Потому что первый ее окрол она принесла 11, там такие были бомбы, такие, так скажем, да, были очень здоровые. А последующие пометы она приносила чуть меньше, но и не вытягивала этих крольчат. То есть, ну, кто знает, что такое сытый крольчонок, маленький, да, там пузо такое здоровенное. Если сравнивать с другими моими самками, эта самка отстает. Вот я вот этот раз я дал последний шанс, посмотрю, какие крольчата будут. Если в росте они будут очень хороши, то я ее оставлю. Если нет, то, соответственно, будем прощаться с данной самочкой. Да? Ну вот, в принципе, такой небольшой обзорчик своих матерей-героинь я вам провел. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.